Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить огромнейшую диораму с огромнейшим действующим лицом. Это МАЗ. И эта машина, наверное, самый большой тягач, который вообще был в Советском Союзе. У него довольно большой трал, и он перевозит, наверное, самые тяжелые танки. Так что давайте вместе смотреть, как я буду строить эту диораму. Поехали! Итак, передо мной огромная коробка от Трумпетера, и в наборе будет МАЗ, танковоз, и сам прицеп. Танка в наборе нет, о чем говорит вот эта надпись. Танк Т-72. И этот бокс-арт выполнен, как полагается, не компьютерно, а с помощью, я так понимаю, графики. Скорее всего, это, конечно, не живопись. Так сделано в цифровом варианте автором Винсентом Ваном. И, собственно, на коробке больше ничего нет. А такие МАЗы я уже собирала, правда, в 43-м масштабе от АВД. Один был и с прицепом, и, по-моему, просто был какой-то тягач. И теперь огромный 35-й масштаб. Так что давайте со мной посмотрим, что внутри. Ну а внутри реклама, инструкция и схемы окраски. Ну, классическая понятная инструкция от китайцев с дубляжом на английском. И мы будем начинать с ходовой части, что вполне логично. Все легко, понятно. Так что посмотрим на детали. Вот мы можем оценить размер танкового прицепа, очень огромный. Вот его основание. Довольно много мелких деталей. Хотя модель на самом деле очень простая. По сути, это кубик такой с ходовой частью. Шины состоят из нескольких частей. И, собственно, вот все детали. Каждая в отдельном пакете. Ну, чтобы не потерять случайно отвалившуюся. Я так понимаю, что вот эта деталь — это основание кабины. И она тоже довольно огромна. И в этой модели очень огромные двигатели. И также в наборе идут шины в большом количестве для самого танковоза и для полуприцепа. Так что многоколесная проходимая техника нас ожидает. Ну и сама кабина, ну, фрагмент кабины. И чем-то напоминает действительно какой-то поезд, больше, чем именно машину. Так что давайте приступать к сборке. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Ну и также в наборе идет схема окраски. Просто зеленая машина с черным шасси. Довольно все просто. Набор с моделью обошелся мне довольно дорого, и, пожалуй, это самая дорогая модель, которая побывала у меня в работе. И размеры модели тоже поражают. Огромный прицеп и тягач. Ранее я собирала модель этой сцепки, но от фирмы АВД в 43-м масштабе. И модель была намного более простой, потому что в ней было как минимум меньше деталей. Ну а видео о работе над этой моделью вы сможете найти у меня на канале. Ну а сборку этой я начала с прицепа как с самого большого элемента композиции. Модель я размещу на подставке, а на прицеп я поставлю танк Т-80 от Звезды, который я собирала очень давно. Сборка не составила особых трудностей, хоть модель большая, но это классический очередной набор от фирмы Трумпетер. Как правило, у Трумпетера детали все подходят идеально друг к другу, но мне кажется, они немножко хрупковаты.
История МАЗ-537 – это наглядный пример того, как инженерная мысль и требования эпохи Холодной войны сформировали облик одной из самых мощных и узнаваемых машин советской армии. Этот тягач не создавался для мирных дорог и гражданских перевозок. Его главной задачей было перемещать то, что до него считалось практически неподъемным – тяжелую бронетехнику, ракеты и специальные военные грузы. В середине 1950-х годов Советский Союз остро нуждался в новом поколении тяжелых колесных тягачей. Развитие танковых войск и появление более массивных боевых машин и рост ракетных программ требовали надежного средства транспортировки, способного работать в любых условиях, от асфальта до полного бездорожья. Именно тогда конструкторы Минского автомобильного завода приступили к созданию принципиально новой машины, превосходящей по возможностям все существующие аналоги. МАЗ-537 стал логичным развитием предыдущих тяжелых тягачей и, по сути, представлял собой качественный скачок вперед. Колесная формула 8х8, мощный дизельный двигатель, гидромеханическая трансмиссия и независимая торсионная подвеска обеспечивали уникальную для своего времени проходимость и тягловые характеристики. Машина могла одновременно тянуть полуприцепы массой свыше 50 тонн, сохранять управляемость даже на пересеченной местности. Особое внимание при проектировании уделялось и надежности. МАЗ-537 должен был работать там, где отказ техники был недопустим. Простота доступа к агрегатам, усиленная рама, запас прочности всех узлов – это все делало тягач настоящей рабочей лошадью армии. И не случайно он быстро стал основным средством транспортировки таких танков, как Т-54 и Т-62, и далее более поздних машин, а также ракетных комплексов на специальных полуприцепах. Служба МАЗ-537 не ограничивалась только Советским Союзом. Эти тягачи активно поставлялись и в страны Варшавского договора, а также в другие союзные государства, где они зарекомендовали себя как исключительно выносливая и неприхотливая техника. И даже спустя десятилетия после начала производства многие машины продолжали эксплуатироваться, а некоторые служат и сегодня, но уже в гражданских ролях, работая на аэродромах или же в нефтегазовой отрасли, или же на других тяжелых стройках. МАЗ-537 стал символом своей эпохи, когда мощь измерялась не только вооружением, но и способностью доставить его в нужное место и в нужное время. Для моделистов эта машина особенно интересна. В ее облике сочетается суровая функциональность, инженерная логика и характерная эстетика советской военной техники. Именно поэтому работа над этой моделью МАЗ-537 – это не просто сборка, а это настоящее соприкосновение к истории. Казармы ранний дым, МАЗ качает раму, глухо крив. Гусеницы танка. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании.
Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. После того, как все части будущей диорамы я собрала, я подготовила их к окраске. Хорошо промыла в мыльной воде, прополоскала, высушила и загрунтовала. Предыдущий свой МАЗ я окрашивала в необычный для таких машин красный цвет, но этот экземпляр я буду делать в классическом зеленом исполнении. Ну а в окрасочных работах я применяю краски от фирмы Machete. Это спиртовой акрил, и его можно спокойно заказать даже в холодное время года. Из казармы ранний дым, Маск качает раму, глухо крив. Ну а далее смывкой от фирмы Tamiya я выделю рельеф тягача и прицепа и заодно сглажу цвет после высветлений. Ну а масляными точками я сделаю общий вид модели чуточку интереснее и сымитирую эффект воздействия осадков. Если рухнет мост, мы плечом поставим стальный лос. Пусть запомнит ветер этот хриплый ход, как машины двинули вперед весь взвод. Ну а сухой кистью светло-зеленым оттенком я усилю объем мелких деталей модели. Ну а теперь настало время поработать над основанием диорамы. За базу я взяла кусок пенопласта подходящего размера. И теперь художественной пастой я сформирую рельеф. У меня будет асфальтированная дорога и обочина. И в данный момент самое сложное – это сформировать ровную поверхность дороги. Ну а обочину я прокрашу в коричневый земляной цвет и засею ее травкой. После окраски дороги в серый цвет я сухими пигментами чуточку припылю полотно.
качает раму, глухо крив. Гусеницы танка стали груз. Дальше только запад, дальше курс. Фары режут сумрак по кромке дорог. Хриплый дизель молит свой низкий слог. Механик молчит, прикусывая страх. В кармане письма, в глазах приказ. Слава роте тяжелых машин, что тащит броню на край вершин. По разбитым мостам, по черной колее. За спинами дом, впереди огне. Слава тем, кто тянет в грозу весной. Тяжелые танки прямо в бой. Колесами к западу к линии огня. Рота тягачей, моя броня. Гулом под кабиной дышит путь. Каждый километр чья-то суть. На стекле песок, на душе свинец. Но у этой смены будет наш конец. Радио шепнет чужую даль. Коты на коленях, на щеках печаль. Танк, как не мой товарищ, миг-стой. Начинает его время на чужих полях. Слава роте тяжелых. И также мне осталось соорудить дорожный указатель. Саму табличку я сделала из жести, а текст я напечатала на обычном 3D принтере. Ну а в качестве опоры я взяла трубочки для коктейлей. Такие маленькие тоже продаются. Прямо в бой, колесами к западу креня. Рота тягачей, моя броня. Если вдруг зажмут, если рухнет мост, мы плечом поставим стальный лоск. Пусть запомнит ветер этот хриплый ход, как машины двинули вперед. Весь взвод! Эй! И вот такая у меня получилась диорама, очень внушительная, с огромным мазом. И в комментариях напишите, пожалуйста, как она вам. На стекле песок, на душе свет.